Рабочий день подходил к концу, и Роберту пришлось заняться еще одним из своих ежедневных дел, связанных с финансами его отца, мистера Смита, пожилого мужчины, который нуждался в постоянном уходе. Вот он скрупулезно отсчитывает деньги, чтобы заплатить Лизе, медсестре, которая ухаживала за стариком. «Спасибо, Роберт», — ответила женщина. Ее тон был мягким, когда она сказала: «Но вы должны еще еженедельно давать мне деньги на то, что нужно вашему отцу. Мистеру Смиту понадобится больше подгузников, лекарств и теплой одежды. Приближается зима, и ему нужно быть в тепле». Раздосадованный Роберт отдал деньги и жестоко подумал: «Бесполезный старик. Он только увеличивает мои расходы». После ухода сиделки он закрыл дверь. Звук телевизора наполнил комнату, где старик, сидя в своем инвалидном кресле, счастливо смеялся, наблюдая за комедийной передачей. Как только он увидел проходящего мимо сына, старик спросил с проблеском надежды в глазах: «Сынок, хочешь посмотреть вместе со мной?» Однако ответ был каким угодно, только недобрым. «Мне приходится работать, чтобы оплачивать твои покупки. Я даже больше не отдыхаю», — ответил Роберт резким тоном. Старик откинулся на спинку стула, печаль затуманила его глаза, которые когда-то искрились радостью. Выражение его лица было отражением боли, причиненной жестокими словами сына. Мужчина, напротив, ушел, не оглядываясь, хлопнув дверью, оставив позади убитого горем отца. Атмосфера в комнате стала напряженной. Звук телевизора теперь казался оглушительным. И старик почувствовал себя покинутым в своем собственном доме, который когда-то был полон смеха и любви. Оказавшись в своей машине, Роберт был поглощен своими собственными мыслями и раздражением, даже не заботясь о боли, которую причинил своему отцу. На самом деле ему было все равно. Этот человек пошел по пути, на котором потерял любовь и уважение к своему отцу, в мир, где эгоизм и неблагодарность овладели им, и все потому, что с ним жил мистер Смит. С тех пор, как умерла его жена, Роберт, его старший сын, нес ответственность за маленького хрупкого старика. У него не было ни детей, которых нужно было растить, ни жены, с которой можно было бы разделить свои дни. У него был стабильный доход, и он жил относительно лучше, чем его братья. Вот почему он был единственным, кто мог заботиться о своем отце. Мужчина против своей воли взял на себя эту ответственность. Он не хотел этого бремени. Он жаждал свободы, ночных вечеринок без забот. Его братья, хотя и очень любили своего отца, оказались в неблагоприятной жизненной ситуации, чтобы взять на себя такие обязательства. Их неспособность помочь была объяснима. Визит сыновей стал единственным лучом солнца в пасмурные дни Смита. Его улыбка при виде детей излучала свет, который рассеял тень от пренебрежения со стороны Роберта. Все они, за исключением Роберта, испытывали глубокую любовь к своему отцу, любовь, которую старик ощущал при каждой их встрече. Однако его старший сын был вспыльчивым ребенком. Он относился к своему отцу с презрением и холодностью, обеспечивая его лишь самым необходимым для выживания. Он не хотел тратить на нужды старика больше, чем было необходимо, и сердился каждый раз, когда Лиза напоминала ему о его обязанностях. Каждая ее просьба ложилась тяжелым бременем на его плечи. Несмотря на все, старик, чье сердце переполняла непоколебимая любовь, продолжал изо дня в день ждать дружеского слова от своего сына. Но этот человек, погрязший в своем эгоизме, продолжал оставаться равнодушным, не обращая внимания на печальные глаза своего отца, который в последние дни своей жизни жаждал лишь немного любви. И в тот роковой день воздух был тяжелее обычного, что ознаменовалось неприятными событиями. Выполнив свое обязательство купить подгузники и лекарства для пожилого мужчины, Роберт вернулся домой с сердитым лицом, фыркая от злости из-за проколотой шины. «Видишь?» Он ворвался в дом, крича и швыряя пакеты на стол. «Если бы не ты, моя машина была бы цела. Но я должен кататься из-за... Ты для меня обуза!» — кричал он,
обвиняя своего отца без капли сострадания. Глаза Смита наполнились слезами, когда он извинялся взволнованным голосом: «Прости меня, сынок, я не хотел». Однако сын с ожесточенным сердцем прервал его, и с его губ сорвались жестокие слова: «От тебя одни неприятности. Я даже не хотел быть твоим сыном». Хрупкий старик погрузился в пучину печали, и слезы потекли по его лицу, как будто каждая капля несла в себе тяжесть жизни, полной любви и самопожертвования. Но Роберту было все равно. Он был так зол, что кричал, чтобы его отец спал в инвалидном кресле, что он не поможет ему лечь спать, как делал это всегда. Наступила ночь, и тишину в доме нарушали только тихие всхлипывания мистера Смита. У сына не хватило сочувствия, чтобы понять, что в ту ночь старик заснул с усталым телом и израненной душой на жестком стуле. Запершись в своей комнате и лежа на кровати, Роберт кипел от злости. Его гнев только усилился, когда, просматривая сообщения в семейной группе, он увидел, что Фред, его младший брат, устроился на работу в машиностроительную компанию. «Он, должно быть, зарабатывает кучу денег и даже мне ничего не сказал», — подумал Роберт. На самом деле, это была не совсем обычная работа. Это была стажировка, поскольку парень все еще был студентом. Но этого было достаточно, чтобы разжечь искру ненависти в сердце мужчины. Он увидел в этом возможность, способ получить то, чего хотел больше всего. Проснувшись на следующий день, мужчина направился прямиком в гостиную, чтобы проведать своего престарелого отца. Смит был там, он спал, опустив голову в неудобной позе. «Папа, папа, проснись», — сказал мужчина. Когда старик увидел своего сына, у него сразу же потекли слезы. Он извинился, как будто слова могли облегчить его боль. «Сынок, насчет вчерашнего. Мне очень жаль, что с твоей машиной что-то случилось. Ты знаешь, что если бы я мог, я бы даже не жил здесь. Я действительно хотел бы все делать сам, но я не могу». Роберт с необычайно мягким выражением лица сказал, что все в порядке, и что он приготовил для своего отца нечто особенное. Он отвел отца в его комнату и одел его потеплее. Хотя старику это показалось странным, он подумал, что таким образом его сын извиняется за свое поведение прошлым вечером. Но его счастье длилось недолго. Роберт отвел старика к машине, и пока усаживал его, Смит спросил со смесью любопытства и ожидания: «Куда мы едем, сынок?» «Мы собираемся навестить Фреда и поздравить его с новой работой», — ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал нейтрально. Старик искренне улыбнулся. Это была редкая возможность выбраться из дома и увидеть еще одного из своих детей. Когда они приехали, Роберт вытащил отца из машины, посадил его в инвалидное кресло, позвонил в дверь дома Фреда и быстро побежал обратно к машине. Мистер Смит был в замешательстве. Он был ошеломлен, но когда понял, что его сын начал отъезжать, он закричал: «Сынок, сынок, что ты делаешь?» И Роберт с холодностью ответил: «Теперь ты проблема Фреда, а не моя. Я не хочу, чтобы вы двое беспокоили меня, хорошо? Вы провели со мной достаточно времени, а у него теперь есть деньги. Позволь ему позаботиться о тебе». И он уехал прежде, чем его брат успел открыть дверь. Мистер Смит был парализован, когда до него дошла реальность, и его печальные глаза наполнились слезами. Роберт вернулся домой, только кое-что изменилось. Чувство облегчения пронизывало каждую клеточку его тела. Он был в эйфории, погруженный в свою вновь обретенную свободу. Однако этому неблагодарному и жестокому сыну была уготована ироническая участь, и Вселенная, казалось, с нетерпением ждала этого. Не прошло и месяца с тех пор, как он бросил отца на пороге дома своего брата, и мужчина понял, что его удалили из семейного группового чата. Сначала он чувствовал себя счастливым, потому что теперь мог жить свободно, без осуждения. Он очень мало думал о своей семье, поэтому не слишком переживал из-за этого. Однако сосед, знавший старика, сделал шокирующее открытие. «Твой отец стал миллионером». «Что?
«Как? Когда?» Роберт закричал, когда услышал эту новость. Он не поверил своим ушам. «Разве ты не слышал? Похоже, что ваш отец был единственным биологическим родственником дальнего дяди, который скончался и оставил ему огромное наследство», — объяснил сосед. Роберт был ошеломлен. Он вспомнил, что его отец был усыновлен и никогда не знал своей биологической семьи. Но богатый дядя, а теперь еще и наследство. Он хотел получить свою долю. Он хотел получить компенсацию за годы ухода за стариком и многое другое. Не теряя времени, Роберт отправился к Фреду домой. Когда он постучал в дверь и его брат открыл, Роберт попытался войти, спрашивая: «Где отец?» Фред остановил его с презрительным выражением лица. «О, теперь ты хочешь с ним поговорить. Ты даже не звонил целый месяц. Ты не появился, чтобы извиниться. И теперь, когда ты, вероятно, знаешь о наследстве, ты просто решил появиться. Ты бросил нашего отца одного на холоде. Ты пренебрегал им и даже не заботился о нем», — сказал Фред. Роберт повысил голос, требуя встречи с отцом. Но Фред сказал: «Ты больше не член нашей семьи. Папа отрекся от тебя. Ему не нужен такой неблагодарный сын, как ты. Знаешь ли ты, что в тот день меня не было дома, и папа провел весь день один на холоде и под дождем? То, что ты сделал, было преступлением. Убирайся отсюда, Роберт, пока я не вызвал полицию». Молодой человек с твердой решимостью захлопнул дверь перед носом своего брата, оставив его снаружи, охваченного смесью гнева, разочарования и сожаления. Несмотря на это, Роберт в своем отчаянии и жадности пытался добиться справедливости, чтобы претендовать на свою предполагаемую долю наследства. Однако и в суде он проиграл. К счастью для него, его не арестовывали, так как его отец не хотел выдвигать обвинения. Старик просто сказал: «Ты больше не мой сын. Сыновья так не поступают с отцами. Я просто хотел любви, а ты не мог мне ее дать. Так что теперь ты тоже не получишь ни цента из того, что я заработал». Старик находил радость и утешение в обществе других своих детей, которые относились к нему с любовью и пониманием, и Фреда, который взял его к себе, хотя он все еще изо всех сил пытался построить свою собственную жизнь. Еще до того, как случилось неожиданное счастье, остальные братья мобилизовали свои силы, посылая все, что могли, чтобы помочь молодому человеку заботиться об отце. И когда пришло наследство, любовь детей осталась неизменной. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте мистера Смита? Простили бы своего сына? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.